Дед Мороз, Санта-Клаус, Пэр Ноэль, Святой Николай – это зимние дарители подарков хорошим детям, но на самом деле всем подряд. Они заполнили весь околохристианский мир. Эти персонажи делают самое холодное и мрачное время года чуточку волшебным, помогая скрасить бесконечное ожидание весны. Но в самом начале своей древней истории они были холодными и мрачными. Человечество прошло долгий путь, прежде чем начало отмечать победу над своими зимними страхами. Чем севернее жили люди, тем сложнее у них были отношения с природой, и тем затейливее им представлялась персонификация стихийных сил, с которыми приходилось бороться, чтобы выжить. Именно к воплощениям зимней стужи восходит образ бородатого добряка с мешком подарков. Только в древности он был совсем недобрым, и подарок в его арсенале был один – шанс пережить еще одну зиму. Бесценный дар для времен, когда 40 лет считались преклонным возрастом. Мороз, снег и лед, зимняя глухая темень в сознании наших предков ассоциировались со смертью. В скандинавских мифах на обледенелом севере расположено царство мертвых, где правит жуткая богиня Хель, прототип снежной королевы из сказки Андерсена. Дома современных Дедов Морозов также помещаются на севере. Лапландия, Гренландия, Аляска, Северный полюс, холодный полюс холода Оймяконь в Якутии, российский Великий Устюг в Волгоградской области, да белорусская Беловежская пуща, пожалуй, самые южные места, где поселяли этого дедушку. К счастью, современные Деды Морозы не хотят нас убивать, а наших предков хотели. И те хитрили как могли, откупаясь жертвами. В самую длинную ночь в году, в зимнее солнцестояние с 21 на 22 декабря, древние германцы и кельты отмечали праздник Йоль. Было чему радоваться. После этой ночи солнце поворачивалось на весну, и день начинал удлиняться. Люди украшали дома вечно зелеными ветками поддуба, плюша и амеллы, пили горячий эль с пряностями, сжигали в камине специальное йольское полено, ходили в гости к соседям. Эти обычаи после христианизации Европы стали атрибутами Рождества и Нового года, наступающих чуть позднее Йоля. У германцев Йоль был посвящен Ватану, он же Один, богу мудрости, владыке жизни и смерти. По легенде, Ватан скачет в эту ночь по небу во главе дикой охоты, приобщая к своей свите неосторожных путников. Возможно, именно здесь коренится традиция «Рождество – семейный праздник». В самую длинную ночь года все члены семьи должны сидеть у родного очага, а не шляться по дорогам. Ватана часто изображали длиннобородым стариком, опирающимся на копье, плаще и шляпе странника. Узнаете Дедушку Мороза в тулупе и с посохом? Ватану на Йоль приносили жертву – лошадей и свиней. Не исключено, что в глубокой древности жертвы были человеческими. Славянский Мороз, Мраз, тоже требовал жертв. Отголосок церемонии человеческого жертвоприношения можно увидеть в сказке «Морозко». Помните девушку, которую едва не заморозили до смерти, но потом щедро одарили в награду за кротость? Так вот, юные девственницы, которых каждую зиму отправляли в лес в качестве жертвы зимнему богу, действительно замерзали насмерть. Но в языческом сознании такая смерть означала приобщение к той самой стихийной силе, которой все боялись. И если Морозко принял жертву, значит в этом году он будет добрым. В украинских и белорусских селах еще в 19 веке ритуально приглашали Мороза на рождественскую кутью – сладкая пшеничная каша с сухофруктами, безобидный эквивалент человеческой жертвы. Если вспомнить, что кутья также была традиционным блюдом на славянских поминках. Ритуал приобретает дополнительную глубину, превращаясь еще и в способ связи с духами умерших предков. Но как эти капризные и ненасытные стихии превратились в добрых и щедрых дарителей? Чтобы это произошло, в мировой мифологии должен был появиться другой, неязыческий персонаж. В III веке нашей эры в римской провинции Ликия, что в Малой Азии, жил юноша Николай, который с детства решил посвятить себя религии. Когда умерли его родители, он раздал все свое немалое наследство бедным, а сам отправился в обучение к дяде-епископу, который позднее рукоположил его священники. Со временем Николай сделался епископом Мирликийским, любимым в народе за доброту и щедрость к нуждающимся. Причем эту щедрость он проявлял тайком, но все равно почему-то становилось известно, что загадочным благодетелем был именно епископ. Одна из легенд о Николае гласит, что он прослышал о 3 сестрах-красавицах, чей отец был беден и не мог дать за ними приданного.
Поэтому вместо того, чтобы выдать дочерей замуж, замыслил продать их в публичный дом. Чтобы спасти девушек от этой участи, Николай собрал 3 мешочка с золотом и подкинул их в дом сестрам. По разным версиям легенды, в окно или печную трубу. И мешочки эти угодили в чулки, вывешенные возле очага для просушки. Память о щедрости святого Николая, а святым он был назван еще при жизни. День его памяти 6 декабря или 18 декабря по новому стилю стал праздником, в который положено дарить подарки и помогать бедным, ритуально приобщаясь к тому истинному христианскому образу жизни, который вел епископ Бессеребренник. Детям рассказывали, что подарки приносит сам святой Николай, добрый седобородый старик в длиннополом епископском одеянии и высоком головном уборе, митре, чтобы подарок оказался в детском носочке, который специально вешали у камина. Святой Николай якобы поднимается на крышу каждого дома и спускается по печной трубе. В эпоху реформации, когда протестанты боролись с католическим обычаем почитания святых как с идолопоклонничеством, ритуал дарения подарков сместился на Рождество, в память о дарах, которые приносили младенцу Христу 3 волхвов. Святой Николай впал в немилость, сохранившись в качестве главного рождественского благодетеля лишь в нескольких странах. Сейчас многие польские, украинские, австрийские, чешские, венгерские, хорватские и часть голландских детей получают главные подарки за хорошее поведение в течение года. Не на Рождество или Новый год, а в день памяти святого Николая 18 декабря. Впрочем, некоторые умудряются выпрашивать у родителей по подарку на все зимние праздники. Если вы помните себя ребенком, то должны знать, как это делается. Из Голландии святой Николай переехал в Америку вместе с волной голландских переселенцев в 18 веке. Они называли его Синтерклас. Отсюда и произошло известное нам имя Санта-Клаус. Правда, поначалу его так звали только в Нью-Йорке, который изначально принадлежал Голландии и назывался Новый Амстердам. Английские пуритане, делившие северо-восток нынешних Соединенных Штатов с голландцами, Рождество не отмечали, у них вообще были проблемы с весельем. В английском фольклоре был старинный персонаж по имени Отец Рождество, символизировавший не христианские обычаи бескорыстно делиться с близкими, а скорее языческую любовь к безудержному веселью во время праздников. Отца Рождество представляли толстым бородатым мужиком в коротком камзольчике на меху, любителем выпить пиво, плотно поесть и поплясать под заводные мелодии. В викторианскую эпоху, когда влияние протестантов в Англии ослабло, большинство успело эмигрировать в Америку. Отцу Рождество досталась еще и миссия дарить детям подарки. А в Америке его внешность и любовь к веселью хо-хо-хо достались Синтерклассу, превратившемуся в Санта-Клауса. Красный цвет одежды – вот и все, что осталось в Америке от епископа Николая. История отечественного Деда Мороза, в том виде, в каком мы его знаем, также насчитывает немного лет. Родители в Российской империи рассказывали детям, что подарки им приносит младенец Иисус, либо честно признавались, что дарят их сами. Языческого Мороза не одобряла православная церковь, да и дети боялись бородатого старика. В их сознании Мороз был суровым зимним властелином из сказок. Когда в 1910 году такой дед появился на празднике в одном детском саду, распевая песни на стихи Некрасова «Не ветер бушует над бором», малыши расплакались от страха. Воспитательнице пришлось снять с актера фальшивую бороду, чтобы Мороз выглядел более человечнее. Революция 1917 года едва не поставила крест на зимнем празднике. Рождество, как и прочие даты церковного календаря, большевики решили списать в утиль. Елки и прочие ритуальные зимние увеселения были вычеркнуты из быта нового советского государства. В 1929 году Рождество официально стало обычным рабочим днем. Но в 1930-е от левых перегибов начали отказываться. В ноябре 1935 года Сталин произнес знаменитую фразу «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Пользуясь случаем, кандидат в члены ЦК Павел Постышев, мечтавший вернуть детям праздник, в декабре выступил в газете «Правда» с предложением организовать для советских детей праздничные елки, очистив их от религиозных атрибутов. Так елочная звезда Вифлеема превратилась в пятиконечную советскую. Вместо Рождества было решено массово праздновать Новый год. Святки с традиционным ряжением в костюмы стали новогодним карнавалом. Изменилась и атмосфера праздника. Рождество было тихим семейным торжеством. Новый год же полагалось отмечать шумно и весело. Проблема была только с Дедом Морозом. Дети по-прежнему боялись старика в белых одеждах.
Чтобы смягчить эффект, в сопровождении ему была выдана внучка Снегурочка, ласково называющая Мороза дедушкой, и целая свита лесных зверюшек. Кроме того, в сказочных представлениях, которые разыгрывались на детских елках, Дед Мороз выступал добрым волшебником, этаким Гэндальфом, спасающим Новый год от козней Бабы-Яги, Лешего, Кощея Бессмертного и прочей нечисти. Мало-помалу, в течение 2 десятилетий, Дед Мороз в Советском Союзе стал таким же безобидным, хоть и могущественным добряком, как Санта-Клаус на Западе. Только одевается он обычно не в красное, а в белое и синее, оттенки заснеженных зимних сумерек. Лишь в последние годы Мороз иногда появляется в красном, а его головной убор приобретает черты Митры Святого Николая. Если Снегурочка внучка Деда Мороза, то кто ее родители? Этот вопрос задают все малыши, едва научившись разбираться в родственных связях. Судя по всему, Снегурочка – это не тающая от любви бледная красавица из сказочной пьесы Островского. В пьесе ее называли дочкой Мороза и Весны, а не внучкой. А одна из девушек, которых когда-то принесли Морозу в жертву. Внучкой он ее называет лишь потому, что по возрасту она ему во внучке годится. Новогодние елки – все, что осталось в нашей культуре от древнего ритуала встречи зимы и упрашивания Мороза, чтобы он был действительно добрым. В этом празднике есть все нужные атрибуты и обрядовые действия. Украшенная елка, как воплощение мирового древа и символ бессмертия, потому что вечно зеленая. Вождение хороводов, обрядовый танец. Все служит той же цели, с которой наши предки приносили жертву Ватану или Морозу. Бесстрашно встретиться с холодной смертью лицом к лицу и в честном бою выиграть право пережить еще одну зиму. Как следует повеселитесь в новогоднюю ночь. От этого зависит, взойдет ли весеннее солнце. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. That smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Let's take each other out. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Let's take each other out. 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 Let you taste like chocolate. Let you taste like chocolate. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. That smile's gonna be the end. I wanna say something, but